Я приехал во Фленсбург, в самый северный город Германии. Он является третьим по величине в земле Шлезвиг-Хольштейн, после Киля и Любека. Дальше этого города идет только Дания. Город невероятно красивый, очень не похож на типичную Германию. Это, скорее всего, Дания или какая-нибудь Скандинавия. И Фленсбург для меня входит 100% в топ-3 маленьких городов Германии, где я бы хотел бы жить. Невероятно здесь высокий уровень жизни. Именно во Фленсбурге находится Федеральное управление автомобильным транспортом. И все автомобильные штрафы и все взаимоотношения с пунктами, то есть это нарушениями, которые вы нарушили на улицах как автомобилист, все идут сюда, во Фленсбург. И, кстати, Фленсбург — это был последний город, куда переместились нацисты после того, как Гитлер покончил с собой, так как он находится на севере, и дальше идет Дания, и бежать было уже некуда. Вот это вот сзади меня завод пива Фленсбургер. Пиво, которое называется так же, как и город. Это пиво можно встретить практически везде в Германии. И оно относительно еще вкусное. И тут сразу напротив завода находится Европейский университет Фленсбурга. Вот он, университет, а вот завод, где сейчас проходит стройка. А это вот главный вход на завод. И рядом же вход для экскурсий. Здесь экскурсии в среднем длятся по заводу примерно 3 часа. И здесь же на заводе сувенирный магазинчик. Жалко, сейчас примерно 10 утра, а он открывается в час дня. И я надеюсь, что я сегодня сюда зайду. Улочки, конечно, здесь очень красивые. Они чуть-чуть другие, чем я привык видеть на севере Германии. Здесь это может из-за того, что Дания рядом, так как Фленсбург упирается в Данию. Очень необычно здесь, что идет улица, но с нее можно заходить в такие вот уютные маленькие дворики, где находятся другие магазины. Вот так вот выглядит одна из улиц. И на ней же есть вход на такие вот маленькие дворики, где находятся кафешки или маленькие магазинчики. Фленсбург очень сильно не похож на остальные северные города Германии. Это один из красивейших городов, в которых я бывал, если брать маленькие города. Здесь архитектура, она по-немецки необычная. Я здесь вообще не вижу фахверков, традиционных немецких домов. И здесь все по-другому. И также здесь постоянно слышны крики чая. Оно и понятно, ведь Фленсбург находится на Балтийском море. А вот это вот церковь Святого Николая. Я пришел на Айнкауфштрассе Фленсбурга, это так называемую улицу покупок. Здесь магазины, которых я не встречал в другой, так сказать, Германии. Здесь они своеобразные. И, честно говоря, как будто я нахожусь не в Германии, а где-то в Дании. И вот здесь продают хот-доги. Вот написано датский хот-дог и венский хот-дог. И флаг Дании. Дворики, конечно, здесь такие необычные. Очень все красиво, все очень ухоженно. И вот посмотрите на эти здания, на этот кирпич, из которого сделаны эти здания. Они вот такие вот желтые, это похоже, как, так сказать, на английские дома, но никак не на немецкие. И тут же, где продают датские хот-доги, опять вход в какой-то дворик.
Фленсбург — город двориков. Я такого нигде не видел в Германии. Очень необычно, но очень уютно. Вот в них какие-то офисы, там делают стрижки, продают сувениры, продают ром. Здесь же, возле Анкауфштрассе, то есть этой улицы покупок, находится турист-информацион, то есть информация для туристов. Мне интересно, вот, кстати, сзади меня, что там есть. Вход сразу встречает табличка «Моен». Говорит о том, что мы на севере. В общем, я только что вышел из турист-информацион. Там я купил вот такой вот магнитик, он стоит 4,50, Фленсбург. Не знаю, почему предлагали вот такие вот семена, они бесплатные. Говорят, возьмите, дома посадите. И дали карту, где объяснили все, где какие достопримечательности. И также я купил, вот такая вот там продавалась купюра, называется Фленсбург, номинал 0. Честно говоря, я такого вообще никогда не видел вживую. Я знал, что такое существует, и чтобы вживую это видеть, я даже не ожидал. И вот эта вот купюра, она с водяными знаками совсем. Но здесь, правда, написано, что внизу, что это сувенир, но выглядит очень и очень как настоящая купюра. Интересно, если когда расплачиваться наличностью и добавить туда эту купюру, как бы ее возьмут, потому что и номинал-то 0, это ж не подделка, это ж никакого не имеет ценности. Здесь рестораны дублируют меню на немецком и датском языке. А вот этот вот дом похож на один из домов в Люнебурге. На севере часто можно встретить вот такой вот магазин под маркой Шитвета, что переводится «плохая погода». Это неспроста, так как на севере Германии очень часто не самая лучшая погода, здесь дожди и холодно. Поэтому Шитвета. Здесь минимум половина магазинов, которых я вообще никогда не видел и впервые вижу здесь, во Фленсбурге. Но вот эти вот дома, это ж типичная Скандинавия. Конечно, вообще не похоже на Германию. То есть как будто где-то в Швеции. А это вот собор Стеллы Марии. И тут же возле собора Стеллы Марии находится датское посольство. Вот оно. Не, Фленсбург вообще не похож на типичную Германию. Здесь даже асфальт, вот эта вот дорожка, она выложена вот как в Голландии из таких вот кирпичиков. И в белом цвете. То есть в таком цвете это похоже, ну точно не Германия. То есть такое может быть в Голландии, такое я встречал в Бельгии, но в Германии такого не встречал. Во Фленсбурге все-таки я нашел немецкую плитку. Вы все ее знаете. Она выглядит вот так вот. Или вот так вот. Какой интересный сзади рисунок. Здесь нарисованы, как я понимаю, девушки в национальной одежде. Но это 100% не немецкая национальная одежда. Может быть, это одежда как бы датчан такая или региона здесь вот Фленсбурга, но это не немецкая традиционная национальная одежда. Здесь же на улице покупок стоят вот такие вот информационные доски, и вот здесь написано на немецком языке, а сзади это же, ну, написано на датском языке. То есть во Фленсбурге уважают и датчан, и немцев. И здесь вот пивнушки, здесь зонты уже написано «Карлсберг, Дания», а не «Францискано», к примеру, или другое немецкое пиво. Но, конечно же, больше всего пивных во Фленсбурге это пиво Фленсбурга. Но вот эти вот дворики, в которые ты заходишь с этой улицы покупок, они невероятно уютные. Просто красота. Посмотрите, как красиво. И вот какие необычные здесь велосипеды.
А вот эти вот домики очень похожи на домики в Бремене в районе Шнара. Да уж, фленсбургское пиво здесь на каждом шагу. Вот заведение, тут же рядом другое заведение. Но оно и понятно, здесь целый завод. А вот сзади меня другая пивнушка фленсбургского пива. Здесь написано, что они открыты с 1990 года, то есть уже 35 лет. А это вот порт Фленсбурга. Это такая бухточка Балтийского моря. Здесь находятся корабли и такая как променада. Чайки очень сильно кричат здесь. Здесь, в порту Фленсбурга, находится сеть ресторанов Гош, вот сзади меня. И я взял фиш бродхен, это рыбный бутерброд. И, конечно же, пиво Фленсбургер. Сейчас я это буду есть. Неплохо, вкусно. Потому что в Гамбурге, в порту, вот такой вот бутерброд, ну его просто вообще невозможно есть. То есть там оно засохшее, а здесь все свежее и вкусное. Кстати, ресторан Гош, он с острова Зюль. В прошлом году я был на острове Зюльте, и на острове Зюльте находится самая северная точка Германии. Там прямо ее координаты и шилдик. То есть там табличка, и написано, что это самая северная точка Германии. Ну вот Фленсбург это самый северный город Германии. То есть я уже был и в городе, и в самой северной точке Германии, и я там плавал. Если вы не видели это видео, посмотрите его. Кстати, вот это пиво Фленсбургер, оно хорошее достаточно. Да, это не высший класс, но оно хорошее. За Фленсбург. Честно говоря, Фленсбург для меня открытие. Я здесь впервые, я все хотел сюда приехать. И вот, наконец-то, я сюда приехал, и я вообще не пожалел. То есть это один из топов маленьких моих городов. Но Фленсбург лучше, чем Киль. Хотя Киль намного больше, чем Фленсбург. Они чем-то похожи вот из-за вот этого вот как бы залива, который как бы разделяет чуть-чуть город с одной стороны, с другой. Вот Киль точно такой. Если вы не видели видео с Киля, посмотрите его. Но Фленсбург круче Киля. Еще есть Любек. Любек очень красивый город, но он ганзейский город. И так же, как и Гамбург, так же, как и Люнебург. И поэтому там чуть другая архитектура, она своеобразная, она очень красивая. Но вот здесь, по-своему, Фленсбург невероятно топовый город. Яхт здесь миллион. Больше, чем в Травемюнде. Насколько здесь невероятно красиво, умиротворенно. Вообще другая Германия. Я это буду повторять тысячный раз в этом ролике, в этом видео. Но это так. А вот сзади меня, так же как и по всей Германии, находятся вот такие вот штрандкёрба, это пляжные корзины в виде лавочек. Только здесь они с логотипом Фленсбургер пива. То есть можно здесь так вот садиться и отдыхать. А вид вот на порт красивый. Но архитектура домов вообще не немецкая. Она скандинавская. То есть на Германию, если бы мне показали бы вот это и спросили бы, что это за страна, ну я бы сказал бы, это Швеция или Дания или Финляндия, может быть. Я даже нашел здесь один фахверк. Я думал, что во Фленсбурге нету таких домов. Но нет, все-таки Германия здесь видна. А вот еще один фахверк. И вот, пожалуйста, датская булочная.
Мидги называется. Вот карта Фленсбурга. Вот эта вот церковь Святого Михаила, где я был на площади. Вот порт, где я был, и он как бы раздваивает город на две части, на правую и на левую сторону. Самое основное вот тут вот в левой стороне, и вот так вот уже там идет Дания. Датские флаги здесь везде. И тут же начинается улица, где через провода перекинута обувь. И вот прямо вся улица, она вот такая вот. И вот здесь вот, и вот дальше там тоже через провода перекинута обувь. Честно говоря, я не знаю, зачем здесь на провода закидывают кеды, но в Голландии школьники, когда заканчивают школу, они свои кеды вот так вот закидывают на провода. В общем, если что, во Флинсбурге вы без обуви не останетесь. Всегда есть откуда взять. И вот дальше и дальше идут провода с этой обувью. Дома здесь, конечно, невероятно красивые на этой улочке. Очень похожи на район Бремена Шнор. Здесь столько висячей этой обуви, что смело можно открывать обувной секонд-хенд магазин. А вот сзади меня, это одна из достопримечательностей Фленсбурга, называется Северные ворота. Раньше это обозначалась граница, северная граница Фленсбурга. И вот от этих ворот в 5 километрах на север начинается уже Дания. И сейчас я туда поеду, на эту границу. И вот рядом с Эддикой висят 3 флага скандинавских. Норвегия, финский и датский. То есть все говорит о том, что Фленсбург находится возле Скандинавии. Рядом с Эддикой и Алди находится датский магазин Кобмансгерден какой-то. И вот по-голландски написано вход, Айнганг, это по-немецки. Здесь Инганг. Сейчас интересно посмотреть, какие там товары. В общем, магазин как склад. Просто стоят упаковки всего и все. Ничего особенного. Но цены здесь написано в датских кронах. Я вообще такого не видел. Мы же в Германии находимся. То есть вот в евро находится, и вот 199,95 датских крон. В общем, я вышел из этого супермаркета. Там одни датчане. Я спросил у работников этого супермаркета, я говорю, а что здесь одни датчане? А мне говорят, что они с Дании сюда приезжают и покупают здесь дешевле, и они еще налог возвращают. И, в общем, на кассе, перед мной была очередь, и кассирша со всеми по-датски. Я у нее спрашиваю, ну, на немецком, я говорю, ну, датский язык это ваш родной язык? Она говорит, нет, говорит, я немка. Но она разговаривала идеально на датском, ну, мне так показалось, так сказать. И она мне также объяснила, что здесь из-за налогов, из-за того, что здесь рядом граница, датчане приезжают в свой супермаркет, но на территории Германии, покупают продукты, возвращаются к себе, возвращают налог, ну, тем самым экономят деньги. Поэтому там цены и в датских кронах, и в евро. То есть первая цена идет в датских кронах, а потом идет в евро. И здесь же рядом городской пляж, где люди могут отдыхать, загорать. Правда, это очень редкое время, когда это можно делать, потому что здесь дожди и холод. Но все же все есть. Я еще нахожусь в Германии, а вот или СТО, или какие-то гаражи, здесь уже таблички полностью все на датском, даже нет перевода на немецком. А вот так вот выглядит немецко-датская граница. То есть там вот Дания, развивается флаг, а это Германия, до этого столбика, где написано «Гренце» по-немецки, что обозначает граница. И вот так вот легко из Германии попадаешь в Данию.
И получается, что здесь Германия, здесь Дания, а это вот Фленсбург, и вот пляж Фленсбурга, который я сейчас снимал. То есть Фленсбург, он просто упирается в Данию, и все. И нет никаких таможенников, пограничников, вообще ничего нет. То есть эта граница, она чисто условная, хотя уже другое государство, уже с другой даже валютой. И вот столбик, что это Дания, он поставлен 15 июня 1920 года, а вот то вот Германия. И здесь уже на датской стороне есть такие информационные шилдики. И здесь показано, как раньше была эта граница. Этот же мост, два пограничника, один это немецкий, скорее всего, это датчанин. И вот как раньше это все было. И я вот сейчас нахожусь вот здесь вот. Вот это вот все Фленсбург. Вот это пляж Фленсбурга, где я был и я вам показывал. Сегодня 11 июля. Погода просто отличнейшая. Но я посмотрел, во Фленсбурге будет завтра, послезавтра. И вот целая неделя будут дожди и похолодает. То есть, к сожалению, несмотря на то, что здесь очень хороший город, здесь все-таки холодно. И не всегда хорошая погода, приятная, когда можно гулять. В 100 метрах от датско-немецкой границы находится Smart Edeka. Это супермаркет, который без продавцов. Вот он сзади меня этот магазин. Туда заходишь по карточке, то есть сначала свою банковскую карточку проверяешь, чтобы тебя идентифицировать, что ты это ты, ну, если ты что украдешь. И потом ходишь в магазине, выбираешь продукты, и потом на кассе расплачиваешься. И сейчас я туда зайду, мне интересно, у меня вообще это первый опыт, как без продавцов, вот вообще можно зайти в супермаркет, взять товар и как бы расплатиться. И так вот заходишь, как я понимаю, здесь надо прикладывать. Вот я прикладываю, о, двери открылись. В общем, я зашел в эту Эдеку, но тут все равно были сотрудники Эдек, у них написано Эдека. Я говорю, так вас же не должно здесь быть. Они говорят, ну кто-то же должен товар раскладывать. Говорит, ну а этих кассиров нет здесь. Я говорю, ну мы как в США, только вот на уровень ниже. Кстати, Фленсбургер продает даже минеральную воду в бутылках, как от пива. Вот так она выглядит. Написано Васса, то есть вода. Я сейчас ее попробую. Здесь в супермаркете есть вот такой вот аппарат перед выходом о том, что он проверяет, то, что вам есть 18 лет или нет. Вы должны сюда положить свой паспорт или какую-то ID-карту. Но сотрудник сказал, что когда они здесь, то вот этот вот сканер им не нужен, потому что они и так понимают, здесь есть дети или нет. То есть дети пиво здесь не купят. В общем, для оплаты есть такой вот сканер. Продукт, который ты хочешь купить. Ты его сканируешь. В общем, выбираете то, что хотите купить. Он kauft schließen. В общем, я вышел из магазина. Ну, на самом деле, это как оплата. Вот это все происходит процесс, как без кассы, просто в обычном магазине, когда ты оплачиваешь карточкой. Оказывается, там вверху еще за тобой наблюдают, там видеокамеры, и там эти люди открывают тебе дверь или нет, чтобы ты вышел из магазина. Nächster Halt, Hamburg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Für Ihre nächsten Reisemöglichkeiten achten Sie bitte auf die Ansage. Wenn das bei euch sogar passiert, dann wäre es auch kein Drama mit Vorsicht. Я сейчас еду с Фленсбурга через Гамбург. В Гамбурге проходит чемпионат мира по триатлону. Я весь сгоревший. Вот вам север Германии, самый северный город. Я весь красный. Но завтра там уже начнутся дожди и будет похолодание. Я ж так и не попробовал эту фленсбургскую воду. Написано минеральная вода. Сейчас я попробую. Вообще ничего особенного. Обыкновенная вода с газами. В общем, что я хочу сказать о Фленсбурге. Я просто в шоке, насколько классный город, насколько там классные люди. И я скажу, что несмотря на то, что это северные люди, как бы они должны быть такие вот строгие или еще что-то, они очень теплые.
Я когда ехал сейчас с Фленсбурга на поезде до Гамбурга, то я там разговаривался с мужчиной, с немцем. Я говорю, что во Фленсбурге мне понравились люди, что они настолько открытые. А он говорит, нет. И он говорит, что он прожил на юге и прожил на севере. А сам он с севера. И он прожил на юге 30 лет и вернулся опять на север. Ну, ему где-то лет 60. И он сказал то, что, говорит, на юге все дружелюбные, все такие хорошие, говорит, но они тебе всадят нож в спину. А на севере они все прямые, и они как бы честные. И то есть, вот как у нас, знаете, вот у нас просто так люди не улыбаются, то есть улыбаются тем, если тебе нравится человек, да, вот улыбаются. Он говорит, вот на севере вот такие вот люди. Ну вот я не знаю, как бы, но фленсбургские люди очень-очень классные. В общем, что я хочу сказать за Фленсбург. Это один из топов маленьких городов, которые я видел в Германии. Я просто не ожидал, что настолько будет классный город. Я постараюсь как можно быстрее съездить в Мюнхен и наконец-то выяснить из всех городов Германии больших, какой самый наилучший, естественно, по моему мнению. Так как Берлин, Гамбург, там, Дюссельдорф, Кёльн, я уже там был везде, остался Мюнхен. А вот группа поддержки Moin чемпионы. Гамбург. И это проходит вот здесь вот.